Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! В данном видео рассмотрим команду Ледяного Взрыва на босса Фрубата. Будет два варианта разных, один посложнее, другой попроще. Соответственно, и урона будет в первом варианте больше, чем во втором. Также в первом варианте много нюансов будет, поэтому просто ввести код, как обычно это любят некоторые делать, будет просто недостаточно. Нужно будет статы подбирать очень тщательно на каждом персонаже. Ну что ж, приступим к обзорчику. Если вы хотите поддержать канал, сделать вы это можете просто введя мой код создателя в ежемесячном разделе магазина прямо в игре. Код вы видите на экране. Тем самым вы разблокируете себе скидочные наборы по очень выгодным ценам и получите подарок кубик Гелиолита. И вы можете осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании каждого видео на платформе BuffBuff по очень выгодным ценам. Намного дешевле, чем в игре. Первый вариант мы в качестве саппорта используем Филосию. Играем через сопротивление. Команда очень тяжело живет. Нужно будет по-любому вкачать деф. Обязательно именно в связи с стихией, иначе они просто не будут жить. У Филосии у нас 552 сопротивления. Также она раздает. И вот этот талант берем, чтобы также давать сопротивление в размере 30 единиц всем, у кого есть усиление. А усиление у них в принципе есть всегда. Также важно это именно питомец. Нужен будет олень, обязательно с ускорением. Ну и желательно, чтобы статы были более-менее хорошие. Из этой пачки одного оленя я запорол. Вот такой вот у меня получился. Вот, допустим, без ускора уже все. Вот этот олень не подходит. То есть тут хорошие таланты, но ускор я потерял. В итоге случайно сохранил. И вот такая фигня получилась. То есть с ним они уже не живут. Вот с таким, допустим, уже живут. Но тут, в принципе, можно таланты заменить. Допустим, щиток здесь не нужен. Потом на точность талант тоже не нужен. Если в шмотках получается сопротивление нормально собрать, то вот этот талант, в принципе, тоже здесь не нужен. Ну и характеристики, я бы не сказал, что здесь у меня прям хорошие. Но выбора нету, поэтому приходится бить именно вот с таким. Билдель у меня 156 сопротивления. Ну и остальное все уже шанс крита, крит урон. Очень плохие шмотки у меня на билдель. Просто у меня нету нормальных вещей, чтобы шанс крита везде был и атака. У меня в основном все вещи это крит урон и атака. То есть я играю через неустрашимость, поэтому как-то вот так. Поэтому шанс крита мне не получается высокий сделать. В идеале нужно 220, где-то вот так. Тут такая же история, банок нету, атака не вкачана, короче, что попало. С броней та же ситуация. На крит урон, на шанс крита у меня брони нормально нету. Все, поэтому, в принципе, данная команда может нормально набить, если у вас будет хорошее снаряжение. Тут также, в принципе. Да, короче, шмотки не очень. Все, едем дальше. Зорок у нас сопротивление. То есть он у нас не попадает под Филосию. И она ему раздавать ее не будет. Поэтому нужно будет ему выжать ее по максимуму. Соответственно, броня и руна у нас на сопротивление. Все остальное в атаку. И вот эти две вещи обязательно. То есть он урон будет бафать и раздавать часть атаки, которую мы смогли ему собрать. Ну и защита, соответственно, тоже будет раздавать на билдель. Заставил пачку жить только благодаря вот этому сету. Тоже сейчас будет много всяких нюансов. То есть даем сопротивление, точность, также атака, ну, можно и защиты. И обязательно вот этот сет. Ну и плюс на раздачу. Но у нас у билдель должно быть и здоровья, и защиты, и атаки больше, чем у всех остальных. Особенно проблемно это, допустим, с Филосией. У меня вот тут перчатка вообще на крит урон стоит. Чтобы она по защитным характеристикам не перегоняла билдель. Также это касается и остальных героев. То есть по всем параметрам билдель должна превосходить остальных героев. Иначе просто если бафаться она не будет от этого сета, то в нем как бы смысла особо нет. И также жить она не будет. Вот такая вот сова тоже шмот. Такой себе. В идеале, конечно, шанс крита побольше. Крит урон уже так, в довесок чисто. У меня как-то вот так, короче. Можно, конечно, лучше, но не получается. И, соответственно, тайминги. Тайминги использую вот такие. Филосия на старте сразу ультует, и все, и по циклу вот так вот идет. Ну и остальные, соответственно, вот как-то вот так сделал. При таких раскладах, в принципе, пачка живет нормально. Но есть еще один вариант, сейчас мы его тоже рассмотрим. Тут уже мы будем использовать в качестве саппорта Виньяру и сундук.
Урона тут получается меньше, но все равно достойно. Где-то 350. Вот так вот можно выжить спокойно. Далее. Что у нас тут изменилось? Все максимально в атаку. И на сдачу там берем защиту. Вот такие вот параметры. Сейчас еще, чтобы успели посмотреть. Вот Зорок в заливе. Шина на раздачу и на вот этот дебаф, шмотка. Тут уже Фредгунда у меня в этом сете, ну, по сути, как с рука как будто бы снял. Только чуть-чуть корректировочки внес, чтобы именно на шанс крита больше упор был. Вот, а так, как-то вот так. И Виньяра у нас максимум ускорения. Вот этот сет, так как у нас билдель будет танчить, желательно и как бы хп занизить, чтобы было меньше, чем у остальных. Чтобы щит висел именно на ней. Также можно вот этот талант уже поменять на другой. Сейчас я покажу на какой. В принципе, ставим вот этот талант, чтобы она не отхиливалась. Она за счет щитка, который Виньяра будет кидать, будет нормально здесь, в принципе, стоять. Поэтому ставим тот талант и, собственно, все. Тайминги тут, в принципе, я как бы поставил, но это все формальность, потому что все равно там и станы приходится ловить иногда белки. Вот поэтому как-то вот так. Тут у нас, получается, Виньяра ультует, и следом уже сундук будет накладывать свое замедление. Вот такая вот у нас командочка получилась. Живут вообще отлично, но урона, соответственно, чуть-чуть меньше. Вот на этом, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Кто не подписан, подписываемся на канал, вступаем в Телеграм. Ссылки все в описании. До скорых встреч. Всем пока.